Приветствую вас на канале по вязанию крючком Вилана Ян. Меня зовут Светлана, и в этом видео мы свяжем шапочку бини крючком. Вяжется очень быстро, можно справиться за пару часов. Главное научиться вязать первый клин, все остальные клинья вяжутся аналогично. Давайте я покажу, как шапочка бини выглядит на мне. Она вот так немного тянется. Эта шапочка у меня связана без подворота, но вы можете связать и с подворотом. Здесь аккуратная макушечка. Вяжется шапка одним полотном, и потом края связываются вместе. Шапочку я вязала в 2 нити из пряжи Alize Lana Gold Classic. На размер 53 у меня ушло ровно 100 грамм. Так, в этой нити 51% акрила и 49 шерсти, на 100 грамм 240 метров. Вязала я крючком номер 7. Сначала нам нужно рассчитать размер шапки, который нам нужно связать. Берем сантиметровую ленту и измеряем объем головы, как показано на рисунке. У меня получился размер головы 53. Также есть прикреплю еще табличку, по которой можно посмотреть и определить глубину шапки. Но вы также можете сделать это измерение. То есть у вас глубина шапки будет вот этот отрезок от макушки до мочки уха. Поэтому измерьте. У меня получилось 20, но чтобы шапка не плотно облекала голову, я сделала 21 сантиметр. Если вы планируете вязать шапку с отворотом, тогда к глубине шапки 21 сантиметр мы прибавляем величину отворота, сантиметров 6 или 7. Получится 21 плюс 7, 28 сантиметров. Шапку мы будем вязать поперечными рядами, вот так. И как же определить, какой размер все-таки получится, да, если у вас немного другая пряжа. Я предлагаю вам связать один клин. И тогда вы сможете понять, какого размера у вас получается клин, и высчитать, сколько таких клиньев вам нужно связать на ваш размер шапки. Клин у меня состоит из 5 двойных рядов. Вот он, клин. И размер 10 сантиметров. Вот эти 10 сантиметров, так как у меня 5 клиньев, я умножаю на 5. Получается 50 сантиметров. Объем головы у меня 53. За счет того, что шапка тянется, объем 50 шапки хорошо садится на объем головы 53 сантиметра. Если вы используете такую же пряжу, как у меня, для размера 53-54 подойдет крючок номер 7. Если же у вас другая пряжа, вяжите образец первого клина и измеряйте его. Допустим, если у вас потоньше пряжа, да, у вас размер получится сантиметров 8 одного клина. Размер шапки вам нужно связать, допустим, 58. 58 мы делим на 8 сантиметров размер одного клина и получаем 7,25. Это значит, нам нужно связать 7 клиньев, чтобы шапка села на данный размер головы. Начнем. Вязать будем в 2 нити. Берем крючок номер 7. Так как мы измерили, глубина у нас 21 сантиметр, нам нужно набрать цепочку из воздушных петель 21 сантиметр. Складываем ниточку вот так и провязываем петлю. Затягиваем. Вот эта первая петля, мы ее обычно не считаем, которая находится на крючке. Теперь набираем воздушные петли, захватываем нить и протягиваем. 1, 2, 3, 4. У вас может быть любое количество петель, но главное, чтобы длина цепочки была 21 сантиметр. Или то количество сантиметров, которое вы посчитали. Так, измеряем цепочку. Должно быть 21 сантиметр. Цепочку не растягивайте, когда меряете. Вот она должна лежать свободно. У меня 21 сантиметр, получилось 24 воздушных петли. Теперь делаем одну петлю подъема,
Дальше мы будем вязать в обратную сторону столбиками без накида за задние перемычки воздушных петель. Вот наши воздушные петли, переворачиваем, и сзади вот такие петельки. Это задние перемычки. Вот первая, которая под рабочей нитью, мы ее не трогаем. И начиная со второй вяжем столбик без накида. Заводим крючок, захватываем нить, вытягиваем. 2 петли должны быть на одном уровне. И провязываем. Сильно плотно не затягивайте. Крючок мы заводим под 2 ниточки, так как мы вяжем из 2 нитей. Обязательно контролируйте этот момент и не упускайте одну ниточку. В первом ряду нам нужно провязать столько столбиков без накида, чтобы осталось в конце ряда 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9-ю петельку отметим. До нее мы вяжем столбики без накида. У меня получилось провязать 15 столбиков до маркера. Здесь у нас осталось 9 петель. Маркер снимем. Ой, сломался. И вот в следующую петлю мы провязываем соединительную петлю. Заводим крючок, захватываем нить, вытягиваем и сразу же протягиваем через петлю. Мы сразу же будем вывязывать клин, то есть у нас это первый ряд. Так, и в конце ряда мы делаем петлю подъема. Независимо от того, какую цепочку воздушных петель вы набрали, вам нужно оставить здесь 9 воздушных петель, в 9-ю провязать соединительную петлю, сделать петлю подъема и развернуть вязание. Здесь должно остаться 8 петель. Посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем второй ряд. Разворачиваем вязание. Вяжем столбиками без накида за вот эти задние перемычки. Не за сами петли, а вот здесь вот они, начиная вот с этой петли. Заводим под нее крючок, захватываем нить, 2 петли на крючке на одном уровне примерно, захватываем нить и провязываем. Первый столбик. Вот поэтому не нужно вязать сильно плотно, чтобы крючок можно было легко завести под эту петлю. Провязываем до конца ряда. Если в первом ряду у меня получилось 15 столбиков без накида, во втором ряду должно получиться 16 столбиков. Вот за последнюю перемычку получается 15 столбик. И в край провязываем 16 столбик. Вот так заводим крючок. 16 столбик. В конце ряда петля подъема. Разворачиваем вязание. В следующем ряду у нас должно быть 17 столбиков провязано. Дальше мы всегда вяжем столбики без накида за задние перемычки. Вот за вот эти столбиков. Заводите крючок под 2 ниточки. Провязываем столбики до конца ряда. Так, довязываем третий ряд. Здесь провязала 14 столбиков. В последнюю перемычку провязываем 15 столбик. Затем в край предыдущего ряда 16 столбик. Крючок заводим вот так. И последний 17 столбик нам нужно провязать за заднюю перемычку воздушных петель. Вот у нас кончик мы оставляли. Привязываем. Так, столбик.
И в следующую петлю провязываем соединительную петлю. Заводим крючок, захватываем нить и протягиваем через петлю. Вот видите, как получается? И петля подъема в конце. Вот так у вас должно получаться. Разворачиваем вязание и следующий ряд вяжем также столбиками без накида за задние перемычки, начиная вот с этой перемычки. Должно получиться 18 столбиков уже в этом ряду. Вяжем до конца ряда. В конце ряда петля подъема. Последний столбик в ряду провязываем за крайние петли. Получилось 18 столбиков, петля подъема в конце. Разворачиваем вязание. Дальше опять вяжем столбиками без накида. Провязываем за задние перемычки. Здесь в край провязываем столбик. И далее провязываем столбик в воздушную петлю. Дальше в следующую соединительную петлю провязываем. И так мы вяжем туда-обратно, пока у нас не заканчивается цепочка из воздушных петель. Покажу еще раз, как мы здесь соединяем. Так, столбик провязываем за заднюю перемычку, затем в край, следующий столбик провязываем уже в воздушную петлю. Вот за заднюю перемычку воздушной петли. Так, столбик. И в следующую перемычку провязываем соединительную петлю. Воздушная петля подъема. Вот, и у нас здесь уже осталось 4 петли. После провязывания 7 ряда остается 2 воздушные петли. Заканчиваем вязать 9 ряд. Провязываем столбик без накида в край предыдущего ряда. В предпоследнюю перемычку воздушной петли провязываем столбик без накида. И в последнюю перемычку провязываем соединительную петлю. Так, вот у нас закончилась цепочка. Делаем в конце ряда петлю подъема, разворачиваем вязание. И вот 10 ряд, последний в нашем клине, мы провязываем столбиками без накида до конца ряда. Вот, начинаем с вот этой перемычки. В последнем 10 ряду у меня должно получиться 24 столбика без накида плюс петля подъема. Последний столбик и петля подъема в конце. Вот край у нас получается плотненький, хороший. Вот, и первый клин для шапочки у нас готов. Вот так он выглядит с одной стороны и вот так с другой. В принципе, лицевой стороной можно взять хоть одну, хоть другую сторону. Измеряем сантиметровой лентой. Вот у меня получается клин 10 сантиметров. То есть я вяжу 5 клиньев, у меня получится шапка размером 50 сантиметров. Так, вот так она тянется. Вдоль она тянется лучше, чем поперек. Вот этот клин на шапке вот здесь можно приложить, и видим, что дальше нам нужно вязать чуть короче ряд, дальше длиннее, длиннее, и опять такой же клин мы вывязываем. Второй и последующие клинья мы вяжем такие же, как первый. Если в первом ряду мы провязывали 15 столбиков без накида и оставляли 8 петель, у нас должно получиться точно так же. Поэтому отсчитайте 15 столбиков, потом будет соединительная петля и должно остаться 8 петель в конце. Вот задние перемычки оставляем. Вот здесь у нас будет первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вот
вот эти 8 петель должны остаться. Повесим маркер и вяжем столбиками без накида. Начинаем с первой перемычки. Вяжем 15 столбиков. 15 столбик провязываем. В петлю перед маркером провязываем соединительную петлю. И делаем петлю подъема. Здесь остается 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот здесь 8. Разворачиваем вязание. В обратную сторону вяжем за задние перемычки. В конце ряда петля подъема. Покажу еще раз, как мы присоединяем здесь третий ряд. Дальше будет вам понятно. Провязываем столбик в последнюю перемычку в ряду. Затем в край предыдущего ряда. Теперь маркер снимаем и провязываем в следующую перемычку. Столбик без накида. И в следующую перемычку провязываем соединительную петлю. Петля подъема и разворачиваем вязание. Провязываем ряд, потом обратно и также присоединяем по 2 петли. Столбик без накида, соединительная петля. Так провязываем до конца. Довязываем 9 ряд во втором клине. Так, вот сюда столбик. В конец предыдущего ряда столбик. Затем столбик вот сюда в перемычку. И вот сюда мы провязываем соединительную петлю. Вот такое соединение получается. В конце ряда петля подъема. И разворачиваем вязание, довязываем 10 ряд во втором клине. И потом опять повторяем. Развернули и столбик вяжем уже вот с этой перемычки. Закончили 10 ряд, должно получиться 24 столбика плюс петля подъема. Вот так выглядят 2 клина. И вяжем мы всего 5 клиньев. Провязали 3 клина. Какая у вас будет лицевая сторона шапки, вы можете выбрать сами. Аккуратно выглядит и с одной стороны, и с другой. Провязала 4 клин. Все клинья у нас одинаковые. Вот такая макушечка получается. Если сложить пополам, выглядит вот так. Провязали 5 клиньев. Должно получиться вот такое полотно. Макушечка. Вот на макушке все должно быть ровненько. Вот клинья. Теперь нам нужно соединить 2 края. Мы будем связывать. Можно, конечно, и сшить, но мне кажется, крючком быстрее. Выбираете сторону, которая у вас будет лицевой. В принципе, красиво и с одной, и с другой стороны. У меня вот это будет лицевая, значит, мы ее оставляем внутри. И вот таким образом складываем. Здесь петлю подъема в конце ряда мы не делали. Теперь крючок заводим в самую крайнюю петлю, вот сюда, и вытягиваем петлю, которая у нас на другом краю. Вот так. Теперь связываем 2 края соединительными петлями. Связывать будем за верхние
половинки петель. Заводим крючок за одну половину на одной стороне и за половинку петли на другой стороне. Захватываем нить и протягиваем через все петли и через ту, которая была у нас на крючке. Вот так. Теперь далее. Точно так же. За верхние половинки заводим крючок и протягиваем. Так мы провязываем до конца ряда. Получается вот такой шов. Так, вот здесь провязываем последнюю петлю в ряду и закрываем саму макушечку. Вот остается дырочка в макушке. Мы можем здесь сделать еще 2 соединительные петли, чтобы дырочки у нас не было. Можно вывернуть, посмотреть с внутренней стороны, вернее с лицевой стороны, как будет. Вот получается такая макушка. Все хорошо, все закрыто. Обрезаем. Все, этот кончик затягиваем, и можно здесь связать, чтобы точно ничего не распустилось на узелок. Кончики прячем между столбиков. Вот шов выглядит с внутренней стороны, а с лицевой стороны он выглядит вот так. Вот здесь шов проходит. Шапочка готова, можем ее измерить. Складываем пополам. Получаем 25 сантиметров. Этого объема будет достаточно на объем головы 53-54 сантиметра за счет того, что шапочка немного растягивается. Если вы вязали шапочку с подворотом, тогда у вас шапка должна быть подлиннее. И после того, как вы связали 2 края, вы сможете подвернуть шапочку, и она у вас получится с подворотом. Шапочка Бини готова. Благодарю вас за просмотр. Если вам интересны такие видео, то подписывайтесь на мой канал. Желаю вам творческих успехов. До скорых встреч!